Утро начинается, ветер продолжается. Доброе, морозное и ветреное 11 марта. Как тут наш? Все тут у нас хорошо. Вроде как да. Оба на месте. Голова на месте. Шерловая гора. Забайкальский край. Что мне или кажется, ли это колесико какое-то слабоватенькое? Время 5 утра. Скоро поедем. Тоже вот не держится. Постоянно выскакивает. Надо их как-то тоже закрепить. Надо что-то придумать. Постоянно выскакивает. Так, но это больше не открывалось. Пока держится. Сейчас поедем. Ой, какой ветер. Свежо на улице, свежо. Сейчас поедем. Через 15 минут. Нашторивать пускай. На улице морозит. Градусов 18 показывает телефон. Ну а на ветру еще свежее. Ключики. Ну еще выедем, оттает все. Сейчас тут минут 15 пускай все равно улучшится. Потихоньку начнет оттаивать. Не спится нифига. 10 минут 6. Да, 25 минут выезжаем. Не спится? Выспался? За столько-то дней. Поедем дальше. Арбайтен. Сегодня суббота. Вот и все. Чай уже попил, все убрал, все собрал. Сейчас еще 15 минут достоим. Погнали. Сейчас вон тот шарик сменим на другой. Скоро он там за сопкой появится. Так и едем против ветра. С горы останавливается. Расход 45 литров сейчас. Это уже почти 300 километров. Очумеет. Ну, вообще ехать не хочет. А еще тут как бы между сопа как труба получается. Ну, с горы спускаешься, и он все, и останавливается. Кошмар. 8 час. Не знаю, сколько тут до Агинского осталось. Не очень далеко. В одиночестве, правда. Вот еду уже час 45. Час 45. 3 легковушки и 1 олив попались навстречу. И 1 легковушка меня обогнала. Все. Правильно, суббота. Народ отдыхает. Что тут делать-то на трассе? Минус 14. На улице
30 с таким ветром. А снега тут вот практически-то и не было. Получается, вот там вот, туда вот, как после Даурия, да? После нее там прямо все засыпало. А здесь вот, пожалуйста. Нет от слова совсем. Так, вот чуть-чуть на дороге. Заехал перед Магайтуем. Заправка какая-то. Думаю, это... Пойду, что-то так кофе захотелось. У меня-то есть тут он готовый. Но это не тот. Что-то так с кофемашиной. Блин, этого... Воды нету. Ну, 74,40, здесь дешевая. Так еда. Чуть не сдул обратно в Забайкальск. Я дверь еле открыл. Неудивительно, что машина ехать не хочет. Охренеть, какой ветер на улице. Просто охренеть. Интересно. Поселок там, а там он какой-то этот... Такие здания какие-то современные, там какой-то центр какой-то, что-то. Чего-нибудь. Он с горки вот с 19 тоннами не хочет ехать, не хочет. Выбегает, толкает. Ё-мо, а еще шапку не одел. Ты от заправки назад шел, все, ухи отмерзли. Момент одно, правое. Шел-то вот так, ветер оттуда. Хотя 14 градусов, на улице все, весь тридцатник. Неудивительно, что расход такой сумасшедший. Кафешка вот эта вот, говорят, тут возле заправки такая. Что мафиоза тут хвалил, говорит, кухня китайская, там все дела, заедь, попробуй. Ну не знаю, я что как это, позавтракал так, чайку с бутербродами, что пока не хочется. Поедем. Леха мне говорил, 105-й километр, что ли. Там, говорит, самые вкусные позы. Поедем, отведаем. И вот хочу этих, спрошу, если есть, жареных. Что-то, ну, надо ж немножко изменить ассортиментик. Надо кушать жареных. Тоже вкусные. Обалдеть. Река Магайтука. Зато эти вот, видите, топчутся там, что-то жуют эту сухую травку. Лошадки. И комфортно себя чувствуют. Да, лошадки. Ладно, все мордами к ветру, я думаю, они наоборот. Они что-то мордами к ветру стоят. Что, попа не мерзла, что ли? Вам все слышно. Ветреный, да, ветреный край. И плюс сейчас этот февраль-март. Ветра. Тут постоянно ветра. А в эти месяцы особенно.
магазин заехать. Хлебушка, ну вообще хлебушка еще на завтра хватит. Чай попить. Что мне еще надо? В принципе, больше пока ничего не надо. Посмотрим. Я думал в Агинском остановиться. Таким ветром как-то лишний раз вылазить что-то ну, совсем не хочется с кабины. Посмотрим. Военный участок дороги 2 километра. Уже 300 километров пробежали. Забайкальская. Уже как бы сколько тут? Километров 160, наверное, может 180. До Читы осталось. Над землей мороз, что ни тронь, все лед. Лишь во сне моем звенит капель, а снег идет стеной, а снег идет весь день. А за той стеной стоит апрель, а он придет и приведет за собой весну и рассеет серых туч войска. И когда мы все посмотрим в глаза его, на нас из глаз его посмотрит тоска. И раскроются двери домов, да ты садись, а то в ногах правды нет. И когда мы все посмотрим в глаза его, то увидим в тех глазах солнца свет. На теле ран не счесть тяжелые шаги, лишь в груди горит звезда. И умрет апрель, и родится вновь, и придет уже навсегда. А он придет и приведет за собой весну и рассеет серых туч войска. И когда мы все посмотрим в глаза его, на нас из глаз его посмотрит тоска. И раскроются двери домов, да ты садись, а то в ногах правды нет. И когда мы все посмотрим в глаза его, то увидим в тех глазах солнца свет. То увидим в тех глазах солнца
свет. Ландшафт меняется. Аргалейская пилорама. Ну правильно. Где-то там. Лес же пошел уже. А, вон она. Ага. Соточка уже тут до 4 осталось. Ну, чуть больше. Сейчас как раз вот. Нифига себе, какой он широченный. Широк. Где-то тут сейчас вот 105-й километр. Леха за какую кафешку говорил. Ну, не буду заезжать. Неохота кушать. Ну, не через силу же себя пихать. Ну, за Читой где-нибудь пообедаем. Тем более время-то еще 9 утра только. Еще обедать рано. Завтрак вроде как был. Или 109. На 109, да, тут, по-моему, тут одна кафе вот на 109 километре. Может, я просто ошибся. Тут по левой стороне, да, там постоянно видно, что машинки стоят. А может, он 109 мне и говорил. И, как всегда, в одно ухо влетело, во второе вылетело. Потому что, ну вот уже сейчас 105 и тут ничего нет. Значит, на 109. Так слушал, значит. Ну да, вот 105, тут ничего нет. Все верно, значит, это та была кафе. Ну, а тут одна единственная на этом участке. Вот. Такая, серьезная или нет? Или вот сейчас что-то такое? Не. С левой стороны. Вот как тоже еще какая-то. Не, уже 104. Ну вот, значит. На 109-м. Хотя... Ну, указатель какой-то, кафешка. Сейчас посмотрим. Ну, это вот... Агинско-Бурятский автономный округ заканчивается, а может быть вот он, а это имел в виду, значит 104. Какой? Карымский район. Ну-ка, она хоть рабочая? Может быть за нее кедом. Значит, и за нее. Ну, короче, либо-та, надо уточнить у него. Где-то здесь самые вкусные позы сказал на этой трассе. Хотя, говорит, не так часто тут ешь. Они в основном туда, на Владивосток, водичку свою таскают. И не только водичка. Байкал. Кстати, тоже надо с водой. Что-то мне Андрей Иванович говорил, какой-то, по-моему, 666 километр. Ну, это уже там, за Читой. Там какой-то родник. Надо будет водные запасы пополнить. Воды осталось литра 3 всего. Но это потом. Первая задача — это в Чите стеклышко посмотреть. За Читой там уже где Роснефть. Там есть магазины, автозапчасти. Может будет. Вот сегодня ехал, сколько? Часа полтора, наверное, в потемках. Ну, не есть вырывал. Еще ладно, сухо, когда так более машин встречек нету, так ну едешь. А если, не дай бог, влажный асфальт там и встречный поток машин, так ни хрена не видно. Одной фарой
недостаточно, тем более левая. Была бы еще там правая светила, чтобы обочину освещала. То левая. Надо решить этот вопрос. Ну, если будет, конечно, в продаже, то возьмем. Добро дали. Тоже знатный тут перевал перед Читой. Ну, Читинский район уже вот тут. И этот, по-моему, и еще один. Так, у нас еще ремонт моста. А, ну да, точно. Было такое. Еще не он. Тут два. Там в районе Тарасуна тоже такой хороший спуск-подъем. Вернее, подъем-спуск. И здесь вот этот, и по-моему, там еще один будет. Такой. Знатненький такой. Тяжковато, ману. Правильно. Тоже так думаю, что такая же не сплошная. Зато красиво как. Сейчас вниз, потом опять. Вот это он и начинается. В общем-то. Тут 23 километра вот до объездной. Не знаю, может через город проехать. Сказали, что там дорога нормальная. Города практически не цепляешь. Может попробовать. Посмотрим сейчас. Подъедем туда, подумаем. Как раз выйдем туда, вот к этой Кроснефти. Ну, я так понял. Интересно такое, да? Что тут снег редко бывает. И в горку сейчас, да, 7%. Поворотом, все дела, все прелести. Сейчас будем карабкаться на нее. Здесь скорость превышает. Ничего себе. Совсем рамсы попутал. Сейчас не буду превышать. Сейчас он, народ сзади будет нервничать. Ну что делать? Тяжко, ману, тяжко. Что я сделаю? Гора какая. Симпатичная. Правильно. Давай, давай. Мы тут сейчас
Совсем подсядем. Уже вот 38 скорость. Следы. Кто-то так топил снег, что вытопил асфальт. Здесь, да, снег в лед. Видите, как подымался жестко. Здесь прилипнуть как два пальца об асфальт. Не переключался бы ты, родной. Сейчас назад будешь сбрасывать. Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Давай, работай, че ты? Не? Стремно. Да, тут поворот. Вышлифован весь. Вот видно тут. Давали тут парни. Догоняй. Красавчик. Ну, а мы что, залезли, нет? Или еще не до конца? А, залезли. Сейчас вниз пойдем. Точно так же, тоже право-лево, туда-сюда. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч. Джентик, видели, какой чумазы поехал. Капитан, 8-я колонна. Там я их не видел, вот у первого увидел. Все колонны видел. 1-я, 2-я, 3-я, 5-я. Вот еще и 8-ка пошла. Ну, может быть, там где-то и стоял. Мне на глаза не попадались. Ветер всех распугал, что ли? Удивительно. Сколько ездил, ни разу мимо этого поста, чтобы не остановили, не проезжал. Сюда. Имею в виду уже, когда домой идешь. И 2-я тут знатная гора.
принципе, такое ощущение, что колесико слабенькое. Сейчас заедем там, где будем зеркало. Ну, не зеркало, а стекло покупать. Там вроде шиномонтаж есть. Надо будет. Там еще раз гляну. Что сейчас останавливался, смотрел такой, может, опять на бугор попало. Такое ощущение, что там все-таки маловато атмосферы. Подгоню, пускай проверят давление. Подкачают, если что. Какая гора, а? Огонь! Делинеатор. Короче, разделяет потоки. Название же такое интересное. Хрен, вы говоришь с первого раза. Видите, не нарушаем. 40 едем. Это камера или это муляж? А хрен его знает. Вроде как камера, а вроде как муляж. И сейчас вот вроде смотрю, нормальное колесо, черт его знает. Все равно в любом случае будем заезжать, надо там это. Проверить. Тяжко, верю. Ну, вот мы как бы и перед объездной. Ну, по объездной не поедем. Поедем, по прямой проедем, посмотрим. Все сказали, что не стоит ездить в объезд, когда можно спокойно проехать по прямой. Так, сейчас вот направо, если на въездную, ну или на Хабаровск, если надо. Тоже правильно. Нечего за мной ползти. Чита, прямо. Поехали. Сюда ехал по прямой, тащил через город. Назад возвращаюсь, кричит, поехали по объездной. Что за женщина электронная? Да. Здрасте.
Смотрите, какой есть этот маршрут. Да, через там 1,5 километра направо. И меня также ведет. Клейменовы. На Забайкальск полетели. Типа потеплело, 12 уже. Говорю, ветер. Он сразу же дает о себе знать. Ай-яй-яй, ну что ты, загорайся, поехали уже. О, улица Бабушкина. Такая тоже есть. У нас фирма просто там базируется. И все, вот сейчас вот направо уходим. Дальше это в центр. Центр Читы нам пока что не нужно. Поехали, тут 20 километров мне до этого форпоста. Калику собрал за собой. Снова в Читу заехали. Тут сейчас кольцо. Маша все равно тут по прямой. Вроде бы. А, 5,5. Мне показалось 3,5. Думаю, подъезжаю. Думаю, ничего себе. Откуда ж тут 3,5 высота-то? И вот по прямой он прямо указатель Улан-Удэ. А направо это мы выйдем на то кольцо, которое где вторая Роснефть. Ну как бы в принципе да. Если ни в кого не упрешься, то в общем-то. Так, кольцо главное нынче, да? Пацанов уперлись. Ладно, тут немножко осталось. Маша разворачивает что-то. Дороги тут не знаешь, что ли? Чумная женщина. Да, лихо ему там. Прикольно ему там, поэтому надо по таким ветрам на велосипеде ехать.
налево. Тут есть поворот. Поехали к шиномонтажу, в магазин автозапчастей. Вот нам надо сюда сейчас с вами попасть. Через 500 метров поверните направо, затем используйте второй поворот налево. Где тут шиномонтаж? Ну вот он. Шиномонтаж. Как раз вот магазин запчастей. Сейчас пойду посмотрю колесико. Пойду я. И там вот автозапчасти, вон написано. Scania MAN DAF, короче. Пойдем. Сейчас пойду колесо заодно сразу гляну. Ну да, такое слабоватенькое. Я говорю, давай где заодно туда все колеса проверь. Сейчас вот здесь якутская Ульва станет, и я ему хвост упрусь. Ну, подгоню, вернее, к хвосту. Спасибо. Пускай пройдет. Перепроложить. А потом пойдем стекло искать. Все, пошел я. Просто. Вот, все нормальные. Вот это вот, видите, ну, оно видно, что слабоватое. Сейчас накатаем его. Все, ничего критичного не было. 7,5 в этом колесе было. И в переднем с той стороны 8. А так везде 8,5. Ну, лучше перебздеть, чем недобздеть. Так, куда-то мне тут встать. Поехали сюда, сейчас станем. Пойдем сходим. На следующем повороте поверните направо. Пойдем сходим в магазин. Как раз на солнышке. Если здесь есть, так сейчас сразу здесь и поменяю.
Взять надо техпаспорт на всякий случай. Да, фиге команд. О, мне вот сюда. Я думаю, что должны быть. Манов-то много. Так, все. Гуд, пошли. Еще со стеклом облом. Нету. 3 магазина пошел. Ну, уже зайду тут. Пообедаю. Заодно раз уже заехал. Будем ехать дальше одноглазыми. А что делать? Где-то куда-то ехать в Читу искать, я не поеду. Сейчас покушаем. Поедем так. А что у нас следующее? Улан-Удэ. В Ильинке там есть автомагазин. Надо опять у Лехи спросить, где-нибудь в Улан-Удэ. Или может, чтобы он в Иркутске посмотрел. Будем думать. Что делать? Ехать-то далековато с одним глазом. Не фонтан. Я думал, будет без проблем. Но нифига. Спасибо. Еще до картошки и макаронов захотелось. Он уже макаронов не ел. С котлетой. Сейчас кусанем. И погнали.